Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Герой этой истории родился и вырос в маленькой деревне. На протяжении всей своей юности он ходил с отцом в лес. Когда юноша вырос, он стал охотником. И однажды с ним произошел случай, который отпечатался в его памяти на всю оставшуюся жизнь. Музыка в один из дней Михаил проснулся на восходе солнца и направился в лес. На охоту к обеду своего путешествия. Он решил сделать перерыв и остановиться. Впереди охотник увидел поляну, на которой смог бы идеально отдохнуть. Однако, оказавшись на ней, мужчина опешил. Посреди поляны стоял тигр. Человек замер от страха. Животное явно услышало приближение охотника, поскольку смотрело прямо на него. Но, похоже, тигр не хотел причинять ему вреда. Сбитый с толку поведением тигра и не желающий стрелять в него, мужчина медленно опустил поднятое до этого ружье и начал медленно приближаться к животному. Увидев, что человек движется к нему, тигр начал отступать на несколько шагов назад. Когда животное пошевелилось, Михаил заметил, что это была явно самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что у нее поблизости были детеныши. Также охотник заметил, что животное хромало, беспокоясь о здоровье тигрицы. Мужчина тихо окликнул ее. Это, казалось, успокоило хищницу, поскольку она перестала рычать и позволила ему приблизиться на несколько метров ближе. Как только Михаил приблизился к большой кошке, он понял, что рана тигрицы была намного хуже, чем он думал. Кто-то явно пытался застрелить бедную кошку, и пуля попала ей в заднюю часть ноги, после чего пошло заражение. Увидев ужасное состояние раны, охотник немедленно попытался помочь, но дикая кошка своим рычанием удерживала его на расстоянии. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Тигрица повернулась и начала уходить к краю поляны, но остановилась, как только достигла деревьев. Именно в этот момент охотник начал слышать писк маленьких тигрят. Взрослая большая кошка аккуратно поднялась с земли одного из детенышей и, прихрамывая, направилась обратно к Михаилу. Добравшись до него, она положила тигренка к ногам мужчины. То же самое тигрица проделала и со вторым детенышем. Человек был невероятно поражен тем, что происходило. Он немного опасался того, что она может напасть, если он прикоснется к ним. Однако тигрица начала уходить от охотника и своих детенышей, и, обернувшись в последний раз, исчезла в лесу. Михаил понимал, что мама тигрица не бросила бы своих детенышей, если бы это ей не было нужно. Видимо, большая кошка осознавала, что у нее оставалось не так много времени, и хотела убедиться, что ее дети выживут, не желая оставлять двух молодых тигров на произвол судьбы. Михаил подхватил животных на руки и отправился обратно через лес к своему дому. Благополучно вернувшись в деревню, он решил отвезти двух тигрят к местному ветеринару и убедиться, что с ними все в порядке со временем. Два детеныша выросли и окрепли. Сотрудникам местного зоопарка стало известно о двух молодых тиграх. Они предложили их выкупить у мужчины. Однако, даже несмотря на большую сумму денег, охотник отказался расставаться с животными. Он верил, что, отдав их, предаст их. В конце концов, пришло время вернуть природу. Они выросли сильными особями и обладали всеми навыками, которые им могли пригодиться в лесу. Михаилу было грустно наблюдать за уходом тигров, но так было лучше. Но вскоре произошел случай, который доказал, что все то добро, которое сделал наш герой, не прошло бесследно. Пару лет спустя мужчина отправился в лес на поиски дичи, и там наткнулся на огромного медведя. Его патроны не могли отразить атаку медведя, и он бросился бежать. Это ему не удалось, и животное настигло его в лесной чаще. И тут напуганный мужчина вдруг увидел двух тигров. Это были они, его малыши. Они бросились на медведя, чтобы человек успел убежать. Медведь же, устав обороняться, ушел в лес.
Тогда охотник понимал, что больше не увидит своих тигров. Но он был счастлив, что они живы, здоровы и адаптировались в дикой природе. Друзья, если вам понравилось это, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.